Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Хрипловат мой голосочек, хрипловато я пою. Не за это меня любят, за походочку мою. В прошлом видео мы шили вот такую красивую яркую заготовку. Заборчик или елочка. Естественно, с такой красотой продолжим и дальше работать. У вас бывало так? Шила милому кисет, вышли рукавицы. Пришел милый, похвалил, какая мастерица. Вот и у меня, что вижу, то пою. Весь пошив сплошная импровизация. Во-первых, мне захотелось как-то подчеркнуть, выделить это пиршество цвета. Сделаем темно-синюю кайму. И сразу же приготовим полоску льняной ткани. Она пойдет на внутреннюю часть. Вы заметили, какие сегодня в работе красивые ткани? Это все потому, что я люблю заглянуть в гости к своему любимому Васильку. Потихоньку присматриваю новые красивые ткани. А когда эти ткани лежат дома перед глазами, то под них сочиняются новые швейные проекты. Смотрите, в этот раз прекрасная розовая бязь и милые полоски. Именно такой цвет обожают девочки-подростки. На сайте этого интернет-магазина есть много интересного. И одежда, и полотенца, и постельное белье. В последнее время меня любят приглашать в гости. Знают, что дарю хорошие подарки. Кстати, для моих подписчиков действует промокод Поле10. Он дает скидку 10% на ткани на отрез. Сошьем их вместе, соединим в одно полотно. Внутреннюю часть можно укрепить. У меня есть холстопрошивное полотно. Сразу же прошьем, простегаем его с внутренней частью. Сложим эту заготовку пополам и сделаем соединительный шов. Сошьем все в кольцо. А теперь развернем эту деталь, расправим. Смотрите, у нас получился очень симпатичный бортик. Естественно, чтобы все хорошо и крепко держалось, надо эту заготовку прошить, простегать. Сначала строчкой подчеркнем синюю кайму, а потом уже перейдем и к цветной части. Это что это за рынок? Нет базару конного. Это что это за боля? Нет пальта суконного. Естественно, каждая рукодельница работает с тем материалом, что у нее есть, и всегда найдет и придумает, чем можно заменить. Иногда в комментариях пишут: а у меня бабушка еще в позапрошлом веке так шила и всю губернию снабжала. Идея старая. Ну, во-первых, все уже придумано до нас. А во-вторых, я не была знакома с вашей бабушкой. А в-третьих, идея – это одно. А подобрать материал, продумать всю технологию работы, снять процесс и внятно об этом рассказать – совсем другое дело. Меня милый разлюбил, что же я поделаю? Пойду к речке, к проруби, вокруг ее побегаю. А теперь будем придумывать дно. Сначала я хотела сделать круглое, но потом решила, что овальное будет интересней. Как определить размер? Выкроем прямоугольник с шириной 12 сантиметров и длиной 38. Можно просто поставить этот бортик, определить нужный размер и сделать донышко. Чтобы дно получилось плотное, простегаем вместе наружную часть, холстопрошивное полотно и внутреннюю льняную деталь. У подготовленного прямоугольника закруглим края и получится овал. А дальше иголочками скалываем дно с бортиком. Сначала две противоположные стороны, потом серединки длинных сторон, потом все остальное.
И лучше будет эту заготовку прошить сначала иголкой с ниткой, а потом уже на швейной машинке. Приготовим еще 2 ручки. А теперь обработаем этот открытый край косой бейкой. Здесь округлые формы, и поэтому бейка должна тянуться и легко принимать нужную форму. И, конечно, лучше сначала все прошить иголкой с ниткой, а уже потом прокладывать строчку на машинке. Как определить место пришивания ручек? Найдем серединку каждой стороны. От нее в обе стороны отмерим по 8 сантиметров. Ручки закалываем открытым срезом наверх. А дальше пришивать очень просто. Прострочили. Ручки отогнули вверх и прошили. И готова прекрасная корзинка, сумка для рукоделия. Конечно, при желании с ней можно и летом ходить. Очень яркая и нарядная. А можно использовать в качестве интерьерной корзинки для хранения принадлежностей для вязания и рукоделия. Девочки дорогие, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, у вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. В описании под видео вы найдете ссылки на все мои соцсети и на Дзен. Там вы можете выложить фотографии своих работ, спросить совета, поделиться опытом. Подписывайтесь на канал, ставьте классы, пишите комментарии. Мы пропели вам частушки, хорошо ли, плохо ли, а теперь мы вас попросим, чтобы нам похлопали. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!